Представители знака зодиака Овен, приветствую вас, мои дорогие Овны. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. События недели с 24 февраля и по 2 марта. Давайте узнаем, что же нам подскажут две колоды карт. И первое это у нас пасьянс, старинный цыганский, потому что, без малого 40 лет, очень давно у меня. И я знаю, что есть и любители на моем канале, есть и не любители, конечно, тут все очень индивидуально. Но я хочу вас поблагодарить за ваши прекрасные комментарии, которые после моего возобновления подобных раскладов я получила. Спасибо вам огромное, вы мое вдохновение. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты. Маленькие рандомные карточки. Никогда не знаешь, что же там совпадет. События ближайшего будущего. Пусть неделя не такой глобально большой срок, но, может быть, они как раз больше дают подсказок на такой короткий период времени, нежели на далекий период. Итак, смотрим, что же за события вас могут ожидать, с чем это может быть связано. Более стройным рядом положу. Пока я не вижу, идем дальше. Открытый путь. У кого-то это может проигрываться как дорога или путешествие, может быть и недалекое. Знаете, вообще открытый путь, именно ключ, это как возможность какая-то к вам приходит. Вполне вероятно, тут у каждого по-своему. Это, как, знаете, ограниченный период во времени. Сегодня возможность есть, а завтра ее не будет. Поэтому, держите руку на пульсе. Это ведь может быть с учетом, что это все же ключ. Это как жизненный ваш путь или как, ваша цель, намерение. Маленький, может быть, шажочек сделать к реализации своей мечты. Это и прежде, если были какие-то закрытые пути, теперь есть возможности. Может быть, и правда кто-то из вас планировал поездку или переезд куда-то, а все не получалось, или документы были не готовы. Вот, скорее всего, здесь как открывается зеленый свет для вас. Давайте смотрим, что еще. Вот интересно, мы с вами прошли практически до конца. И нам просто говорят открытый путь. Конечно, открытый путь – это как ваши возможности, безусловно. Но вот сомнения у вас могут быть. А тем не менее нам говорят, а вообще-то все благополучно. И вот очень интересно, с 24 февраля, с одной стороны, это у нас Марс начинает разворот в прямое движение, с другой стороны, 2 марта. Наоборот, Венера уходит в ретро-движение. И еще пока с 24 по 2 она замедляется. И здесь разные эмоции могут нам создать чувственную путаницу или эмоциональную путаницу. У меня есть на моем сайте «Преломление реальности» вот такая статья. И поэтому для тех из вас, кому интересно, потому что этот период, это не только конец февраля, это те энергии, которые на нас будут оказывать влияние в течение всего марта и еще по 13 апреля, а то и дольше, потому что не всегда же это вот одна дата, когда завершается. Но вот перейдите, прочитайте на моем сайте эту статью, как это оказывает влияние на нас. Потому что именно преломление реальности через наше восприятие идет эмоциональное. Мы можем думать одно, а по факту те усилия, которые вы прикладывали прежде, оно все продолжит развиваться. Но мы это видим в каком-то новом ключе. Мы можем сомневаться, нас могут накрывать где-то эти эмоции. А тем не менее, посмотрите, открытый путь, благополучие. И вот эти два скрещенных меча, это не есть какая-то конкретика, мои дорогие гомны. А это вот какой-то не разбери, поймешь, что происходит в нашей душе. И вроде бы нет объективной реальности для этого. Но вот как самокопание. Или вот прежде у меня не получилось, вот и теперь не получится. Вот типа таких мыслей нас могут посещать и в этот период времени тоже. Или какие-то прежние, допустим, наши, ошибки, или у нас не получилось с конкретным человеком договориться,
И по какой-то причине, опять же, глубокая философия на мелком месте нам может создавать совсем не ту картину, которая есть в реальности. Я так все-таки вижу спокойное течение где-то жизни. Я расцениваю так. Редко бывает, когда немного значений выпадает. Сейчас мы посмотрим, что у нас совпадает по краям, потому что вертикаль и горизонталь, крайние ряды, мы можем тоже сопоставить. Так, по вертикали я не вижу, а по горизонтали. Так и по горизонтали я, собственно, тоже не вижу. Ведь и правда у вас нет препятствий, мои дорогие овны. Давайте мы с вами на Таро. У нас сегодня колода ангелов-хранителей, поддержки, патронажа ангелов. Мы узнаем. Что-то у нас тут прям-таки летит. А ведь и правда, смотрите, шестерка воздуха. Это всегда перемещение. Вообще, это карта заслуженного успеха, но здесь конкретно это наши надежды, безусловно. И нам карта говорит, переверни страницу собственной жизни. Открытый путь. И значение пасьянса цыганского добавляет карта Таро. Тебе отсюда только вперед. Тебе буквально, Овен, в будущее. И вот этот успех, он зависит от вашего мужества, потому что для начала нужно отплыть, как будто от берега прежнего. И мы должны на что-то решиться. Человек плывет на лодке один. Вот и для вас какой-то путь или дело. Оно зависит целиком и полностью от вас. Вам нужно проделать его, может быть, в одиночку. Или на что-то решиться. В последующем это принесет прекрасные плоды. Итак, теперь я сама достану. И первая сфера, 3 карты достанем, ваших достижений, работы и денег. Что же? Что же за события ближайшего будущего? Наверное, можно все остальное не доставать. У вас выпадает карта мага. У вас практически вам карты говорят, у тебя сейчас в жизни все готово. И ты сам как будто готов. В твоих руках все необходимое есть. Все стихии у мага в руках. Поэтому это карта больших возможностей. И магами не рождаются, ими становятся. Поэтому от ваших приложенных усилий будет зависеть ваше благополучие. Конечно, по магу идет расчет. И маг великий практик. Несмотря на то, что вроде бы маг, волшебство. Но волшебство тут проигрывается в том плане, что мы умеем сказку сделать былью. И вот у вас такие энергии, сфера ваших достижений, работы и денег. Вы можете что-то изменить как направление на 180 градусов. Вы можете передумать. Тут у каждого своя будет концепция. Потому что мы еще с вами рассматривали открытый путь к благополучию. Буквально так. И первый аркан – карта мага. Причем это первый аркан. Уже какую-то сумятицу, путаницу, нулевой аркан вы как будто прошли. И вот теперь время приступать к осуществлению того, что вы задумали. Давайте еще достанем одну карту. Вокруг вас много людей. И по семерке жезлов это всегда, знаете, некоторые сложности. Сложности, может быть, через общение, может быть, по старым привычкам, памяти. На вас пытаются воздействовать, чтобы вы на что-то согласились. Или вы, мои дорогие овны, в чем-то приняли участие. Помните, что у вас наступает тот период жизни, это даже планетарно, когда овен должен сконцентрироваться на самом себе. Это время слушать интуицию. Это время неспешных действий и какого-то рационального просчета. Это несколько другие вообще энергии, которые вам еще предстоит какое-то время осваивать, практически энергии мага. И маг ведь это, если мы сказали волшебник, но это где-то и манипулятор. Поэтому себе не навредить, мои дорогие, у вас все возможности, но есть риск по аркану маг. Устроить себе глубокую философию, у вас 2 меча. И я сказала, это не пойми что, ни к чему это не приложишь, но для мага правильные мысли – основа всего. Основа благополучия, основа процветания, основа в личной жизни. Потому что вы имеете возможность, начиная с этого периода времени, притягивать мысли. Я что этим хочу сказать? Мысль материальна. Поэтому то, что вы думаете сегодня, будет проигрываться завтра в реальной жизни. Поэтому не наколдуйте себе того, чего не нужно. Или по привычке не скажите кому-то «да» по семерке жезлов.
тогда, когда, может быть, нужно сказать «нет». Здесь, с одной стороны, да, у нас хватит сил выдержать какое-то соревнование или напряженный период жизни, если это необходимо, физическое напряжение, эмоциональное напряжение. Мы выдерживаем, но самое главное, сохраняй свой внутренний дзен или сохраняй, ну, как внутреннюю стержень, опору, гармонию. Не позволяй людям разрушить это. Иначе, если ты буквально на этом периоде, маг ведь сам по себе, он никогда не идет в коллективе. Это какая-то особенная единица. И, видимо, этот период на этой неделе уделить внимание своей мечте. Как сказку сделать былью. Пусть это звучит пафосно, но у вас такие карты. Как обустроить новое благополучие или новое качество жизни. А по привычке вы люди достаточно ресурсные, на вас пытаться могут воздействовать, чтобы вы с чем-то согласились. Выполнили какую-то работу, к примеру, а вам она не нужна. Это будут чьи-то бонусы. Да, вы потратите время, вы потратите силы, а привилегии получите не вы, а кто-то другой. Поэтому всегда по семерке жезлов нам говорят, да, у тебя сил душевных хватает, но основная задача подумать, куда ты это будешь прикладывать, куда ты идешь. Что же еще? В себе не сомневаться. Иначе то, что мы думаем, это карта, по сути, искаженного восприятия или того, что нам приснилось. Это, безусловно, негатив. Для кого-то из вас может проигрываться конкретно инсомния. Тут так и прописано. Поэтому, если инсомния присутствует, бессонница, значит, либо нужно режим труда и отдыха сбалансировать, а если это уже как хронический недуг, может быть, имеет смысл подумать и обратиться к специалисту. Это могут быть наши напрасные волнения, кстати, когда мы постоянно о чем-то беспокоимся, а видимых причин для этого нет. Поэтому как от лишних людей, так и от лишних мыслей вам нужно избавиться. Вот у вас основа всего – это карта мага. Сфера отношений и личной жизни. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. События ближайшего будущего. Завершение. Десятка мечей. Нам ангел держит как будто часы песочные, тем самым давая понять, время пошло. Все то, что я уже сказала, где-то тоже проигрывается. Не теряй времени даром. Прошлое уже не давлеет над тобой. Оно не имеет никакого значения. У тебя сейчас открытый путь по этой карте. Эта карта, кстати, освобождения, свободы как таковой. Когда завершаются какие-то переживания, расстройства, волнения. И, может быть, самое время через наши эмоции, через личную жизнь завершить какую-то историю. Здесь, понятно, у каждого по-своему. Ну, у кого-то это может быть, знаете, как была конфронтация, а здесь вы можете примириться. Опять же, карта мага. То, как вы захотите, построить свою личную жизнь. Все в вашей власти. Может быть, это будет своеобразный анализ, когда вы будете так вот анализировать, с кем я хочу продолжать свою личную историю. Или вот эта стратегия, тактика, встретить и проводить, выработать в себе иммунитет к разному человеческому эмоциональному восприятию событий или, ну, может быть, кому-то и токсичным людям, научиться не реагировать, чтобы вас никто не смог зацепить, мага никто не должен зацепить. И вот эта тактика встретить и проводить, ведь не секрет, люди приходят в нашу жизнь совершенно разные. И некоторым из них суждено задержаться в нашей жизни, у некоторых остаться надолго или навсегда. Но некоторых, увы, это реальность. Именно следует встретить и проводить. Сказать «до свидания». Может быть и так, но кому вы что скажете? Вам нужно определиться, как будто на этой неделе. Может быть, семерка жезлов нам как раз об этом и говорит. Посмотрите, шестерка воды. Здесь может быть такой момент. Это, знаете, как воспоминания, безусловно, идут. Идет и ностальгия, не без этого. Но по этой карте часто возвращаются люди или имеют значение в нашей жизни люди надежные. Поэтому фильтрация окружения будет проходить на этой неделе. К вам могут и вернуться из прошлого люди. И значит, скорее всего, маг будет думать, что тебе от меня нужно, если ты вернулся или вернулась в мою жизнь. У вас совершенно другие энергии. И если прежде, может быть, вы поддались бы импульсу, и, кстати, могут возвращаться люди, которые так и подумают, что дай-ка у меня раньше получалось такой реванш проиграть, дай-ка я еще раз попробую.
Но люди даже не предполагают, насколько вы за последнее время могли измениться. Это внутренние перемены внутри нас самих, когда мы себе не хотим навредить. И я могу допустить, у кого-то действительно, как дружба, человек возвращается, которому, ну, вы и доверяете, и будете даже рады. Кто-то будет сам возвращать таких людей. Я это тоже могу допустить. Но только вы, мои дорогие овны, по части личной жизни, окружения, будете фильтровать людей. С кем я хочу продолжить встречаться или с кем я хочу более серьезных отношений, перевести в новый формат. Ну, а кому я скажу прощай? У кого-то и по работе это тоже может быть. Мы смотрим в целом. Карта любящего человека. Вот, наверное, с кем-то вы проститесь, как я уже сказала, а кому-то вы скажете «здравствуй». Это карта тех людей, которые к нам искренне относятся. Это те люди, которые готовы прийти к нам на помощь, на выручку, подставить свое плечо буквально. Это люди надежные. Вот именно надежность проходит по этой карте. Король кубков. Да, мы больше расцениваем как партнерская карта, допустим, в плане личной жизни, это как проигрываются супруги, родственники. Но это может быть и надежная дружба, надежный друг или подруга. Есть и отношения, которые, претерпевая расстояние по времени, и вы, видимо, в этом убедитесь, действительно есть смысл, как на них и опереться, и это мой человек. Ну, а есть временные прохожие в вашей жизни. Недели небольшой срок. Правда, как внутренняя организация, как адаптация у вас происходит. И, видимо, перед тем, как вот этот зеленый свет или куда-то помчаться вперед, для вас очень важные вопросы для себя нужно правильно прояснить. В чем вы хотите продолжать, как и по работе, по делам, по бизнесу, или что вы будете реструктурировать, и по части отношений тоже с кем вы или кому вы позволите войти в вашу жизнь. Давайте мы зададим совет. Вообще все идет своим чередом. У вас большие возможности. Я в очередной раз повторюсь, и я вижу основную задачу. Вы сами должны с чем-то определиться. Но нельзя тут ни на импульсе, ни разу, потому что карта мага. И нельзя, знаете, как одеть розовые очки. Иначе все может пойти наперекосяк. Должна сказать и также, что с вашей стороны ни в одной карте нет какого-то доверия. Это вы скорее кому-то можете не доверять. Как будто устраивать своеобразные проверки или внутреннюю аналитику в себе проводить. Так кому же я могу довериться? Вот это да. Но сказать, что как в прежнем каком-то формате люди могут на вас воздействовать, нет. Это то состояние души, когда вас никто не может зацепить, даже если очень захочет. Чему нужно уделить внимание, по мнению карт Таро? Возможно, обустроить, согласовать или в чем навести порядок. Знаете, какая шикарная карта. Я ее очень люблю. Это карта, когда мы всем довольны. Это карта благополучия. Причем благополучия эмоционального тоже. Да, девятку земли не назовешь, что это прямо какой-то восторг. Нет, это спокойные, где-то холодные эмоции. Но когда мы всем довольны. У вас это получение денег. Но если мы спрашиваем, что обустроить, вы можете получить деньги. С деньгами проблем нет. Но нужно подумать, как эти деньги будут работать, например, или как вы их собираетесь потратить. Вообще это карта люкс, или, как мы говорим, когда наше особенное какое-то состояние, новое качество жизни, когда мы не торопимся никуда, и нам показана женщина, пусть даже в возрасте, которая всего достигла. Вот у вас на повестке дня ваши достижения, мои дорогие, а вверху карта мага. И здесь, безусловно, материализм, потому что Земля – это пентакли. И может быть согласование по части дома, может быть продвижение вашего бизнеса, вашей работы, построение карьеры. Или вы что-то изучаете, значит, ваше изучение, оно не пропадет даром. В последующем вы ваши знания тоже переложите на практику, и это вам будет помогать зарабатывать деньги. Шикарная карта, нечего добавить. Но удерживать этот успех – постоянно контролировать ваши финансы. Все то, что касается вашего благополучия, должно быть в центре вашего внимания. И вы не должны тратить свою силу в пустоту. Также вы, может быть, и не должны
любить пустоту, буквально, если мы говорим про личную жизнь. Может быть, и завершить те отношения, которые не имеют эмоционального отклика в вашем значении, то есть обратной вот этой связи, взаимообмен все равно присутствует, будь то в работе, будь то в отношениях. И, видимо, и в той, и в другой сфере вы будете анализировать, насколько кому-то или чему-то я могу доверять. Давайте посмотрим, что же еще события ближайшего будущего, что в чем нужно навести порядок. Ну, тут у вас по возрастающей, мои дорогие овны. У нас идет девятка земли, а потом идет десятка. И это ваши близкие. Да, наверное, все то, что я долгое время говорила, я не повторяюсь. Девятка пентаклей, десятка пентаклей – это не только деньги. Это в целом, опять же, вот это самое благополучие, которое касается и одновременно не только наших достижений, но и еще вопросов семьи, вопросов в паре. Прекрасной энергии на эту неделю, но подойти к этому нужно вдумчиво. Вверху у вас карта мага. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.